Я люблю украшать свой Телеграм всякими картиночками, эмоджи, различными темами. И в этот раз захотелось сделать свой язык в Телеграм. Вам он очень понравился, а некоторые даже захотели посмотреть, как же это делать? Поэтому сегодня будет небольшой туториал для заварников, как сделать свой язык в Telegram. Та-да! Вы увидите процесс создания моего языка. Там так много всякого, я очень хочу, чтобы вы это посмотрели. А также я поделюсь некоторыми нюансами, с которыми я столкнулась. Для начала вам нужно зайти на этот сайт. Если что, ссылка для того, чтобы попробовать сделать свой телеграм-канал и на мой язык тоже будет в описании. Предупреждаю, для этого нужно обязательно зайти в свой аккаунт в Телеграме. Нам нужно создать новый язык, поэтому нажимаем на другие языки и тыкаем добавить новый язык. Пока что все просто, нужно просто придумать кучу названий для своего языка. Первые 2 строчки обязательно должны быть на английском языке. 3 строчки вы можете называть его уже как угодно. Затем вы выбираете основной язык. В моем случае это русский. Сайт сам определит, в какие колонки нужно поставить галочки. Вы точно уверены, что готовы к этому приступить? Назад пути не будет. Тыкаем «Готово», и теперь у нас появился наш собственный язык в левом верхнем углу. Его и нужно полностью заполнить. Тык сюда. Я буду делать его для Android. Поздравляю, теперь вам понадобятся дни или годы для того, чтобы заполнить весь язык на 100%. Я потратила целый день для того, чтобы заполнить язык только на 12%. Всего лишь 12%, и это целый день я сидела и писала, не отрываясь. Ведь нужно придумать уникальные фразочки 5744 раза. Меня почему-то вообще не испугало это число, поэтому я решила идти прямо с самого начала. Я начала писать новый язык с создания аккаунта. А для того, чтобы получить язык, нужно уже иметь аккаунт, вроде бы. Там, конечно, были полезные разделы, но их было очень мало. Поэтому предлагаю вам посмотреть, что же я там написала, потому что лично мне было очень весело этим заниматься. Это, конечно, очень воодушевляет и раскрывает тебя как юного современного писателя своего языка, и ты чувствуешь себя программистом, но, блин, это реально очень долго. У меня есть, конечно же, несколько советов для вас. В первую очередь, определитесь с тематикой. Я больше это делала, наверное, для своей группы в Телеграме, поэтому язык мой получился очень сладкий и дурацкий. Второе, когда вы заполняете одну страницу, будьте уверены в том, что вы везде потыкали и везде все поменяли. Например, вы можете поменять только заголовок, а потом окажется, что вы могли еще добавить изюминку в описании, и теперь это выглядит не так интересно. В-третьих, если вы заполняете и видите, что слово обрамлено 2 звездочками, то это слово будет выделено, то есть будет жирным шрифтом. Поэтому старайтесь его не убирать. Я в каких-то местах даже наоборот его добавила куда-то. Четвертое. Вы можете добавлять туда всякие символы, всякие смайлики, эмоджи или просто, как я чаще всего использовала, символ пустого сердечка. Также некоторым нравится искать всякие шрифты в интернете, хотя я бы это шрифтами не назвала, скорее всего это знаки, похожие на буквы. И как бы ими и пишут. Если у вас настолько много свободного времени, то, в принципе, да, вы вправе выбрать такой жестокий и муторный путь. Пятое. Это будет очень долго, поэтому сильно не заморачивайтесь с разнообразием. Например, если в одном окне у вас будет написано вместо «Окей» «Хорошо», вы можете постоянно указывать вместо «Окей» «Хорошо». Но если хотите заморочиться, то применяйте синонимы типа ладушки, хорошечно, укаюшки, ладненько, уяснил и так далее. Шестое. Не меняйте сильно смысл предложения. Очень важно, чтобы вашим языком было удобно пользоваться. Например, лучше заменить фразу «забыл пароль» на «у меня склероз», чем на «я люблю BTS». Я уверяю, вы сами запутаетесь и в итоге этот язык поменяете на другой. Седьмое. Когда вы заменяете фразы, у вас есть такой вот счетчик букв. Это некое желательное количество. Вы можете написать меньше или его превысить. Но учитывайте, что большие предложения не будут читаться. Они просто не будут окончены. Будут стоять троеточие и что там написано? Нет, ничего не понятно. Поэтому все-таки старайтесь
постарайтесь ориентироваться на это число плюс-минус 5 символов, где-то так. 8. Если вы устанете редактировать фразы в одной колонке, можете перейти в другую папку. Например, изменить оформление чатов, секретных чатов, личных сообщений и так далее. Когда же вы это все закончите, или ваши пальцы сотрутся в пыль, просто смело выходите оттуда. Все будет сохранено и готово к употреблению. Просто тыкните еще раз на название вашего языка, скопируйте ссылку и скиньте ее тем, ради кого вы так мучились. Язык очень легко скачать, просто переходите по ссылке и нажимаете ОК, а убрать его легко можно в настройках. И последнее. Если вдруг вы поймете, что хотите еще поработать над этим языком, то просто вернитесь на этот сайт и смело продолжайте. Язык автоматически будет редактироваться с вашими изменениями. Пользователям языка ничего не придется менять или что-то скачивать заново. Они сразу увидят ваши старания. А самое главное, что это все бесплатно. Поэтому теперь вы можете смело переходить по ссылочкам и пробовать это сами. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне, то я буду очень рада ответить на них. Вот.